Можно взбить миксером, если вы дома. Вот когда вы взбиваете миксером, получается такая очень стойкая пена. У меня сын такой экспериментатор, он взбил миксером, потом еще поставил это все в морозилку, и через 15 минут у него было очень вкусное клубничное мороженое. Да, вот можете поступать так, то есть сделать себе вкусный десерт. К примеру, все гости собрались, на десерт вы купили торт, да, потому что приехали все, и арбуз. Вот очень хотелось тортика, да, а сын сказал, для тебя я тоже приготовил десерт. Вот такой вот, оно действительно вкусно, вы сейчас попробуйте. Рекомендация от компании, что мы добавляем 2 чайные ложечки с горкой. Вот 2 чайные ложечки с горкой я вам не рекомендую добавлять, потому что вы его практически вот в шейкере как минимум не взобьете. Оно получается слишком густая масса. Лучше вот добавлять без горки или 1 чайную ложечку с горкой. Потому что если вы добавляете вот то, как написала нам компания, получается много. Соответственно, компания говорит нам здесь, что здесь 17 порций. Вот мы с этой баночки ели, досчитали до 25. 25 раз. Да? То есть получается гораздо больше. Ну, вот я добавляю, здесь у нас шоколадный. Сейчас я буду просить мне помочь. Успеваешь. Кто умеет танцевать там румбу, сам. Можно включить музыку, заодно сделать гимнастику, пока вы готовите себе завтрак. Да, то есть если вы взбиваете в баночке, главное, чтобы плотно закрылось, чтобы у вас не проливалось. Ну и такими движениями включаете музыку и начинаете худеть. Да? В этом плане, запоминайте, шоколадный. Тут буквально чуть-чуть. Здесь, правда, добавлена такая штучка, специальная взбивалка, но он отлично взбивается и без этой штучки. Вот я взбивала в баночке. Анечка у нас взбивает шоколадный. Активнее. И такие движения попочкой можно, да? Виктория, сколько ему забивать примерно надо? Так, он уже взбитый. Из своего опыта, вот я вам уже говорю такие секреты, лучше сначала налить молоко, а потом насыпать коктейль, когда он взбивается быстрее. Если вы сначала насыпите порошочек, а потом нальете молоко, молоко прибивает к дну этот порошочек и взбивать будете дольше. Вот таким образом оно буквально, вот у Ани уже там вместо 200 мл уже все 400, видите? Да, полный. Поэтому не думайте, что если сделаю 2 порции, то следующий. Кому надо подвигать музычку. Жалко, что музыку не хорошо, так активно даете. Музыку включили, 1, 2, 3 взбили, можно уже коктейль не пить, уже похудели. Ну, знаете, я на сайте компании есть 2 вебинара, которые ведет Здрача и рассказывает про эти коктейли очень подробно. Я выслушала эти вебинары достаточно тщательно. Я вам сейчас еще расскажу несколько секретов, но кто именно действительно хочет отрегулировать свой лишний вес, я вам рекомендую зайти их послушать. И потом я все-таки решила хотя бы примерно посчитать, да, сколько же я ем, сколько калорий. И мое удивление было, что для того, чтобы худеть, мне нужно свой рацион где-то сократить где-то на 100 калорий. Всего лишь. Да, казалось бы, вот съесть на кусочек сыра меньше. И это вот. Поэтому все возможно. Вот такое вот движение. И вам, да? С ягодами. Сонечка, ты можешь, наверное, разливать, пробовать. Да, говорите. Что? Что? Из каких продуктов сам белок? Тут растительный белок, из, скажем так, жмыха, вот, семечек, да, чтобы было меньше калорий. Растительного
происхождения, и белок сывороточный. Да? Нет, именно из сыворотки. Из того, что я нашла на сайтах врачей, на сайтах этих вот именно этот сывороточный белок, это тот белок, который лучше всего усваивается на желудке. Пожалуйста. Нет. Плюс эти коктейли еще без глютена. Да? Глютен, вы знаете, что это выжимка из пшеницы. Ну, здорово, что вы знаете, я все эти вещи не знала, потому что я, в принципе, противник была такого питания, да? Дайте мне, пожалуйста, яйцо, пожалуйста. И на глютен... Может, через это. В одной порции у вас содержится белок 2 яиц. Да, вот простите. Смотрите, что еще очень важно, да? Вот когда я начала изучать, как потерять вес, да, как похудеть, я обратилась и к врачам, и есть особенности организма, есть возрастные особенности организма. С возрастом у нас замедляется обмен веществ, с возрастом у нас происходят гормональные изменения, и поэтому очень важно понять причины, да, лишнего веса, и к этим коктейлям добавить еще другие продукты. Например, я начала пить чай, у нас есть такой чай с красной щеткой, который именно регулирует, да, гормональный фон женщин, которые уже вот в предменопаузе или после менопаузы, есть шалфей у нас, и регулирует обмен веществ. И тогда вот все то, что я там ограничивала себя в питании, начала делать упражнения, я увидела, что стрелка весов начала двигаться. Очень важно, я начала пить кальций, да, вот у нас вы тоже найдете цитрокальцевит, и это тоже способствовало тому, что теряла вес. Но плюс, я говорю на себе, да, для того, чтобы вы анализировали, у меня отечная полнота, то есть я отекаю. И поэтому вот вместе с шоколадным коктейлем я начала принимать чай почечный, который именно способствует тому, чтобы выводилась из организма еще лишняя жидкость. Но когда выводится лишняя жидкость из организма, очень важно пить кальций. Да? То есть вот такие вот вещи. Да, что мне понравилось, что это, во-первых, все очень доступно по цене, потому что одной упаковки чая вам хватает на месяц, да, и даже на больше. Что кальций очень хорошо усваивается, и когда я начала пить кальций, я заметила, что я быстрее и легче засыпаю, то есть реагирует и нервная система. Ну, то есть, когда вы начинаете пить эти коктейли, они способствуют, я хочу, чтобы вы говорили, вкусно вам, нет? Очень приятно, очень. Да, то есть такой десертик достаточно, и заметьте, мне нужно 2 чайные ложки с горкой, то есть по сути у вас получится не 17, а 34 формы. Если брать десерт, она же не получается не 2 чайные ложки, а как просто без горки. Или одну с горкой. Я пробовала вот сразу, как компания рекомендует, оно даже плохо взбивается, потому что оно уже сильно густое, да, и... Кто какой пробует? У меня самый вкусный.